Друзья, всем привет! Сегодня в обзоре рассмотрим очень крутой ЦАП-усилитель для наушников с темброблоком от компании Dog Audio стоимостью $89. И приходит он вот в такой коробке, где есть логотип компании и чуть ниже написано «Сделать Hi-Fi доступным». Но что, как по мне, это очень даже хороший слоган. И уже давно пора привыкнуть, что не обязательно платить сотни тысяч долларов для того, чтобы получить хороший звук. И на примере этого устройства я вам это докажу. Теперь давайте рассмотрим его комплектацию более подробно. Большая инструкция по использованию и настройке. Оптический кабель. Адаптер питания на 5 вольт. Кабель 2 в одном, USB-C с переходником на USB-A. Ну и вот он сам ЦАП, он довольно небольшой, выполнен из металла и весит 228 грамм. И выглядит, как по мне, он довольно неплохо, собран отлично. На лицевой части здесь имеется два выхода для подключения наушников. Есть не самый часто встречающийся выход на 6 и 35 мм и самый популярный выход на 3,5 мм. Но как по мне, тут самое интересное, это три вот таких вот переключателя. Первый регулирует усиление с низкого на высокое, а второй отвечает за обход секции темброблока. А этим мы уже переключаем вывод звука с SPDIF на USB, ну и наоборот. Ну и конечно, ребята, куда же здесь без логотипа Hi-Res Audio? Все-таки устройство-то тут перед нами серьезного уровня, прошу заметить. Поэтому эта наклейка, я считаю, ну просто обязательно должна присутствовать на нем. Ну и подождите, ребята, я ведь вам еще не все рассказал. Если мы оставляем второй переключатель в режиме Pure, то мы имеем максимально честный и нейтральный звук. Но если вы хотите воспользоваться и внести немного красок звучания, то просто переключаемся в режим тон, и уже после мы можем регулировать вот эти ручки, расположенные здесь сверху. Самая верхняя отвечает за высокие частоты, а та, что посередине, за низкие частоты. Причем работает все это дело, ребята, ну просто шикарно. Вы можете увеличить как низкие, так и высокие частоты на целых 10 дБ, так и убавить. Вот, кстати, вот так сейчас это все выглядит на измерениях. То есть, как вы понимаете, реализация здесь находится на очень высоком уровне. И с этим устройством можно реально вытянуть из любых, даже самых небасовитых и неярких наушников максимально раздутый и мощный убойный бас с очень яркими высокими частотами, от которых можно будет буквально сойти с ума. Причем вы можете как убавлять, так и добавлять, а нейтральное положение здесь находится вот ровно по центру. Но эта ручка, уже понятное дело, отвечает за включение устройства и регулировку громкости. Ну а сейчас я подключил этот ЦАП к компьютеру, и давайте при вас его включу. Все, у нас загорелись сразу светодиодные индикаторы. Здесь отображается, что устройство готово к работе. Ниже отображается формат проигрываемого аудиофайла. Это DSD 64, либо 128, либо 256. То есть это максимум. А справа уже отображается частота дискретизации проигрываемого аудиофайла от 44 кГц до 384 кГц. Ну и ниже здесь в рамочке написано Dog Audio и указана модель этого ЦАП-усилителя, а именно K5. Ну а тут сзади уже находятся все основные входы и выходы. Первым идут аналоговые выходы RCA, а дальше нас встречает оптический выход и вход, и разъем для подключения комплектного Type-C кабеля. И конечно, вы можете использовать комплектный блок питания, если вам это необходимо. Но еще здесь имеются снизу 4 прорезиненных ножки, которые, кстати, свою функцию выполняют просто на отлично. Ну и давайте обсудим технические характеристики, и, наверное, это вас интересует больше всего. И в качестве ЦАПа здесь нам поставили отличный ESS 9038Q2M с операционным усилителем SGM8262 и с USB-чипом SA9312, который, кстати, тоже очень популярен. Есть поддержка файлов формата DSD256 и воспроизведение музыкальных файлов по USB с битностью 32 и частотой дискретизации 380
174 кГц. И на выход для наушников на 6,35 мм мы получаем 560 мВт на 32 Ом и 370 мВт на выход на 3,5, что очень даже, кстати, и немало. Поэтому этот САП-усилитель без проблем справляется вообще с большинством наушников, как и любые внутриканальные варианты от требовательных планарных до гибридных, так и, понятное дело, полноразмеры он раскачает и раскроет вам на все 100%, без каких-либо проблем, то есть переживать тут, ребята, абсолютно не о чем. Главное, чтобы вы подключали наушники с сопротивлением от 16 Ом, иначе у наушников с меньшим сопротивлением появляется небольшой, но лично мной заметный фоновый шум на выход на 6,35 мм. Имейте это в виду, либо просто используйте выход на 3,5 мм. Ну и протестировал я этот САП-усилитель с абсолютно разными наушниками, причем, прошу заметить, тестировал я его довольно долго, для того, чтобы лучше подвести итоги и составить более подробное описание его звучания. Подключал я к нему как полноразмерные наушники, так и различные внутриканальные решения в абсолютно разных ценовых категориях, то есть от бюджетных моделей до более дорогих. И пришел я, ребята, вот к такому выводу: если вы ищете САП-усилитель, который не добавляет никаких лишних красок в звучание, а просто максимально честно, я бы даже сказал стерильно передает звук, то Doug Audio K5 это именно то, что вам стоит рассмотреть. Это устройство я бы описал как очень техничное, прозрачное и детализированное в своей подаче звучания. Оно не пытается впечатлить вас какой-то лишней теплотой или аналоговым окрасом, вместо этого этот САП-усилитель фокусируется на точности и чистоте звука. Низкие частоты это не про грохот и давление, а про контроль и точность. Бас здесь плотный, но не перегруженный. Мидбас проработан четко, без лишнего подъема, что позволяет вам услышать все нюансы бас-гитары или синтезатора. Ты чувствуешь каждый удар, каждую ноту, но при этом бас не лезет вперед и не забивает остальные элементы. Саббас тоже присутствует, но он не доминирует. Это не тот случай, когда низы начинают бубнить и заполнять собой все пространство. Вместо этого саббас добавляет необходимую глубину, но делает это очень аккуратно и правильно, не нарушая вот этого баланса. Это особенно заметно на электронной музыке или треках с реально более глубоким басом. Ты чувствуешь низы, но они не перетягивают внимание на себя. Атака баса быстрая и четкая, нету ощущения, что, так скажем, низы у нас затянуты или размыты. Это делает звук на выходе более собранным и подчеркивает необходимую динамику, особенно на быстрых треках вроде драм-н-бейса или металла. При этом этот САПик не пытается сделать бас как-то мощнее или раздутие. Низы остаются максимально нейтральными, без лишних приукрас, то есть все будет зависеть здесь уже от ваших наушников, которые вы собираетесь к нему подключать. И это будет важно для тех, кто ценит честность звука и хочет услышать музыку такой, какой ее задумал исполнитель. И самое главное, что низкие частоты в K5 не сливаются и не забивают средние и высокие. То есть каждый элемент звука занимает свое четко выверенное место. И ты можешь легко отследить, откуда все-таки идет бас. И как по мне, это делает прослушивание крайне комфортным и позволяет вам полностью погрузиться в музыку. И в итоге низкие частоты в Doug Audio K5 это эталон контроля и точности. Если вам важно слышать бас четко, но без перегруза и размытия, то он справится с этим просто на отлично. А вот средние частоты в K5 это чистая детализация и нейтральность. Вот она, ребята, вокал звучит максимально натурально, без лишней добавочной сатурации или аналогового приукрашивания. Ты слышишь каждую ноту, каждое дыхание, каждый оттенок голоса, будь то это мощный вокал в роке или легкий шепот в акустической балладе. Ничего не теряется, ничего не размывается. Инструменты передаются буквально с исключительной точностью. Гитары, скрипки, пианино, все звучит четко и реалистично. Ты можешь слышать буквально, как пальцы музыканта касаются струн, да и как смычок скользит по скрипке, как клавиши фортепиано отзываются на каждое нажатие. И это делает K5 идеальным для жанров, где важна вот эта проработка средних частот, акустика, джаз, классика. При этом, что важно, звук остается очень нейтральным, без лишних приукрас. Это особенно будет важно для тех, кто ценит честность звука. И как по мне, средние частоты в Doug
Audio K5 это буквально эталон нейтральности и детализации. Если вам важно слышать вокал и инструменты максимально четко и реалистично, то K5 справляется с этим, ребята, просто на ура. Ну и высокие частоты это буквально эталон прозрачности и воздушности. Тарелки, хай-хеты, легкие гармоники, крэши, все это, ребята, передается с безумной точностью. Ты слышишь не просто удар по тарелке, а все нюансы ее звучания, от остаточного послезвучия до явно выделенной атаки. И эти моменты как раз очень часто теряются на других, более бюджетных устройствах. А здесь, ребята, вот все совершенно наоборот. Детализация находится на очень высоком уровне. Этот цапик вытягивает буквально самые мельчайшие элементы, которые обычно остаются вот где-то за кадром. Например, легкий звук пальцев, скользящих по струнам гитары, или едва уловимые обертона в верхнем регистре фортепиано. Все это слышно тут идеально четко. И именно это делает этот ЦАП отличным выбором для максимально аналитичного прослушивания, где важна буквально каждая мелкая деталь, за которую так и хочется ухватиться. При этом высокие частоты тут не просто детализированные, они строго контролируемые. Нет лишнего подъема или акцента на яркости, звук остается нейтральным без искусственных приукрас. И самое главное, K5 не вызывает усталости. И это достигается за счет как раз таки сбалансированной подачи и отсутствия каких-либо резких скачков в верхнем регистре. И в итоге высокие частоты в Dock Audio K5 это про прозрачность, детализацию и техничность. Если вам нужно услышать все, что заложено в трек, без лишних приукрас и искажений, K5 справится, ребята, с этим просто как полагается, как и соответствует устройству высокого уровня. Ну и звуковая сцена в K5 это не про искусственно раздутое пространство, а про четкость и организованность подачи. При прослушивании абсолютно любой, но прошу заметить, особенно тяжело нагруженной инструментами музыки, ты сразу замечаешь, что инструменты и звуки не сливаются в какую-то непонятную одну кучу, а каждый элемент занимает свое выверенное место. Вокал, гитары, ударные, синтезаторы, все звучит максимально отдельно, но при этом крайне гармонично. Ширина сцены умеренная, это не тот случай, когда звук, так скажем, размазан по бокам, создавая вам иллюзию огромного пространства. Вместо этого K5 предлагает сбалансированную ширину, которая подходит как раз таки для большинства жанров. Ты четко слышишь, откуда идет звук, будь то это левый канал, правый или центр. Глубина сцены также находится на очень высоком уровне. K5 не делает звук плоским, ты можешь легко различить, какие инструменты находятся на переднем плане, а какие уже на заднем. Это особенно заметно будет на лайв-записях или оркестровой музыке, где важно передать вот этот объем и расположение инструментов на сцене. Но вывод у меня получился таков. Dock Audio K5 это ЦАП-усилитель для тех, кто ценит максимальную техничность и прозрачность в звучании. Он не добавляет каких-то лишних красок, не пытается сделать звук, так скажем, проще и приятнее по восприятию, как бывает в бюджетных устройствах, а просто максимально честно передает его таким, какой он есть. Если вы ищете устройство, которое раскроет потенциал абсолютно любых наушников и позволит вам услышать все, даже самые мелкие детали записи, то K5 это отличный выбор. А хорошо реализованный темброблок даст вам просто замечательную возможность подкорректировать звучание наушников как в басхедную сторону, так и в более яркую, но при этом не испортив сбалансированный и нейтральный характер этого устройства. За эту стоимость, как по мне, с такими возможностями, ребята, это просто шикарный вариант. От себя я этот ЦАП-усилитель смело рекомендую к покупке. А ссылка на его покупку находится, как всегда, в описании и в закрепленном комментарии под видео. С вами был IC Genius, спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока!